Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня я вас приглашаю на рынки, продуктовые рынки Парижа. Сегодня в Париже плюс 2 градуса. Это очень холодно. При местной влажности это ощущается как минус 2. И посмотрите, какой замечательный вид на Эйфелеву башню. Начнем нашу прогулку в 16-м округе. Но сначала об истории. История парижских рынков берет свое начало в XII веке, когда по королевскому указу на правом берегу был создан первый рынок. Рынок просуществовал до 60-х годов 20 века, и район этот с легкой руки Золя до сих пор называют чревом Парижа. В 1969 году рынок из Парижа переехал в южный пригород Ранжис. Ранжис сейчас это огромный оптовый продовольственный рынок, где торговцы уличных рынков и покупают продукты для продажи в Париже. Bonjour, juste, je peux un tout petit peu... On en a pas frites ce matin. Я мangé ma Clément. Виноград стоит 9,80 килограмм. Авокадо. Авокадо здесь одна штучка евро 80. Рыба соль 39,90, 40 евро килограмм. Вот это называется рыба соль. Макро это макрель по-русски, по-моему, так. Ну, здесь она совсем мелкая, 8,95. А вот это морской черт. Его всегда без головы продают здесь во Франции. Очень вкусная рыба. 32,90, 33 евро килограмм. Ну, всегда дорогая эта рыба. Смотрите, какая свежая, замечательная. И хотя в столице много супермаркетов, рынки по-прежнему очень популярны среди парижан. Да, на рынок приходят купить свежие фрукты, овощи, свежайшую рыбу, замечательные мясные продукты, сыр и так далее. Но рынки парижские – это еще и место для дружеского общения и с продавцами, и с соседями. Париж поделен на 20 округов, и сейчас в столице насчитывается 80 уличных рынков. Рынки открыты 2 раза в неделю, открывают их очень рано, в 7 утра, но обычно 1:30 в 2 часа они уже закрываются. И вот этот рынок, что здесь находится в 16-м округе, он открыт по средам и по субботам. Горячий блинчик. В такую холодную погоду, то, что надо. А если вы не хотите готовить дома, всегда можете купить здесь готовую еду. Пайла королевская. 16,95 килограмм. О, шукрут. Люблю шукрут. Домашний, с белым вином. Ты гордо фишируешь, что это Британия. Британская шаркютери. Пожалуй, я сейчас куплю вот такой блинчик. Со шпинатами здесь есть, с говядиной, с чем угодно. Стоит это 6 евро. 6 евро. Горячие блинчики с начинкой разнообразные. Еще продают галет де Руа 6,50. И, конечно, сыры французские. Здесь огромный выбор. Видео, ça va? Ça vous gêne pas? Merci. Ah oui? Продавец сухофруктами оказался человеком очень общительным, и он мне рассказал, что он в этой профессии уже 40 лет, и что здесь он работает со своим сыном, и что нужно заключить договор об аренде с мэрией парижской, и вот за это место, ну, там зависит от количества квадратных метров, но вот, например, его стенды, они платят примерно 500 евро каждый месяц арендную плату. Здесь опять овощи, и дальше опять рыба. Теперь поедем на другой рынок. Бар вынуждены на удочку. 80. From Paris. Je peux? With pleasure, Merci. madame. Ça, c'est bien frais. Ouais, chez nous, il y a de très beaux poissons.
И теперь можно поехать на другой рынок, в другой квартал Парижа. Рынок, где мы с вами только что были, находится в 2 шагах от авеню Жоржа Саньки, Георгия V. Давайте прогуляемся по этой улице. Сейчас в Париже проходит неделя высокой моды. Очень много иностранных гостей приехали в гостиницу Жоржа Саньк. До 31 марта на этой улице проходит выставка разноцветных животных. Автор Жюльен Маринетти. И огромная Яйойку сама обнимает здание Луи Виттон, что весьма оживляет серый Париж. Знаменитый персонаж Казимир. Песенка даже есть французская о Казимире. И, конечно, очередь Луи Виттон стоит. Рынок рядом с площадью Бастилия проходит каждый четверг и воскресенье. Это 11-й округ Парижа. Здесь совсем другая атмосфера, если сравнивать с 16-м округом. С 17 века на западе, юго-западе и в северо-западных кварталах Парижа аристократы и финансовые буржуазии строили дорогие фешенебельные особняки. А эти кварталы, восточные, до сих пор называют «популяра», от латинского слова, это значит «народ», «пeuple» по-французски. Да, до сих пор они остаются популяр, народные, хотя надо вам сказать, что в некоторых кварталах на востоке Парижа цены на недвижимость теперь такие же, как и на западе. Все течет, все меняется. Вот смотрите, здесь тоже рыба-соля, и такая же цена, как и в 16 округе, 39,90. А вот эта рыба-бар, она дешевле, на 2 евро, чем в 16 округе. Хорошая рыба, свежая. А вот морской черт, он тоже намного дешевле. 23,90. Но здесь рынок намного больше, чем в 16 округе. Смотрите, это один ряд, это второй ряд. То есть здесь намного шире аллея и, конечно, рынок намного больше. Букетик мимозы. 15 евро. Вот этот бар суважа, дикая рыба, 18,50. Она чуть поменьше, но она очень свежая тоже. Замечательная. Выбор тоже огромный. Макфу 12,95. Хорошая. Тоже очень свежая, блестит. Очень вкусная, кстати, рыба. Замечательная. Дорадо. О, какая дорадо замечательная. 17,95 килограммов. Почем здесь авокадо? Одна штучка €50. Продают свеклу, она уже вареная. Варить не надо. Сколько она у них стоит? 3,50 килограмм. Мясная лавка с левой стороны. Очень много овощей и фруктов, выбор огромный. Опять там с правой стороны рыбная лавка. Продают итальянские продукты, итальянская кухня. О, смотрите, прекрасный выбор. Горгонзола. Итальянский сыр. 26,20 стоит. Просто замечательно. Вот это я хочу вам показать. Сыр бри называется. Бри де Мелан. Тот, кто смотрел мое видео «Город Провены»,
Вот это именно из того региона. Бри, у них нежная такой этого сыра, нежная корочка. И он очень вкусный, он более нежный, чем камамбер. Смотрите, выловленная в океане, район Британии. И стоит это 40 евро килограмм. Хороший выбор, огромнейший. Сен-Пьер. Очень вкусная рыба. Тоже, кстати, недорого. 29 евро килограмм. Для такой рыбы это недорого. Пеш артизанальный. Все выловлено. Здесь они указывают, что это на удочку или где-то на шлюпке где-то. Хотя в Париже огромное количество супермаркетов, но вот эти рынки, они остаются очень любимыми среди парижан и посещаемыми, и сюда приходят пообщаться с друзьями, сюда приходят пообщаться с соседями, да и просто с продавцом, потому что обычно ходят к одному и тому же продавцу рыбы или мяса, или овощей, фруктов. В четверг сегодня не так много людей, обычно в воскресенье здесь огромная толпа, и больше стендов там много. Специалиты итальяны и португезы. То есть продукты Португалии и Италии. Но фрукты здесь подешевле, чем в 16-м округе. Здесь папайя стоит одна штука 4 евро. Это вообще таких цен не бывает вообще в Париже. Я никогда не видела. И я купила 2 папайи за 6 евро. Мне сделали скидку. Вуаля! А вот здесь этот стенд, опять Британь. Здесь продают блинчики, бретонские галетты. Я хочу вам показать очередь. Все готовят здесь. Это вот очень вкусные пироги, бретонские, называются куиньяман. Очень вкусные. Я думаю, что когда будет хорошая погода, все-таки я отправлюсь в Британь путешествовать. Впереди видна площадь Бастилии. А сейчас давайте отправимся. Здесь недалеко находится еще один рынок, крытый рынок. И он является одним из самых старых в Париже. Был построен в начале 17 века. Вот сейчас мы с вами в одной из самой модной части квартала Маре. Не случайно сюда приходит очень много туристов, иностранцев. Вот как раз корейская публика идет. Вот видите, корейская мода, южнокорейская, когда мы о моде говорили, их можно узнать сразу. Находится рынок вот на этой улице, Rue de Bretagne называется. Она очень оживленная, эта улица. Здесь очень много разнообразных магазинов продовольственных и кафе. Для тех, кто собирается в Париж, вот 39 Rue de Bretagne. И называется рынок так. Марше. Марше – это рынок des enfants rouges. Красных детей. Почему? Сейчас объясню. Во-первых, здесь очень много ресторанчиков, причем самых разных. Разные кухни. Рынок крытый, и, следовательно, рынок, он уже работает каждый день. Если рынки уличные работают обычно 2 раза в неделю, определенные дни недели, то вот такие закрытые или крытые рынки, они работают каждый день, без выходных, как обычные магазины, то есть с половины 9 до 8 или до полдевятого вечера. И на этом маленьком пятачке вы можете попробовать кухню самых-самых разных стран. Вот здесь марокканская. И, кстати, я смотрела в соцсетях оценки. Оценки это 4,8, 4,7 по 5-бальной системе. То есть это один из очень вкусных марокканских ресторанов вот на этом рынке. Здесь, например, вы можете покушать за 13 евро. Видите, полностью блюдо 13 евро. Ну и видно, что это очень все вкусное. Вот кускусы замечательные. Посмотрите, какой у них замечательный кускус. И вы уже сами выбираете. О, это что такое? Пожалуй, здесь надо пообедать. Потому что так все аппетитно выглядит. Очень аппетитно. Тажин пуле, тажин даньон с бараниной, с курицей. Домашние десерты. Восточные десерты. Un plat du jour? Il y a un plat du jour comme ça. Oui, mais plat du jour, c'est quoi ça? Vongole. Vongole. Vongole? Si, Ah oui? c'est vongole. Vongole.
Les... Ici. Spaghetti alle vongole. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Oui. Ага. Oui. Окей. Dans ce cas-là, je vais vous filmer. Vous êtes d'accord? Итак, друзья, с правой стороны это итальянский ресторан, а с левой стороны это японская кухня. И я все-таки хочу попробовать японскую кухню. Посмотрите, здесь такие столики, можно зайти, я зашла. Здесь отапливается, у них отопление, очень жарко. Вот, и сейчас я выберу, наверное, какой-то бенто. Посмотрим. Попробуем темпура с овощами и с рисом. А здесь ливанская кухня, марché des enfants rouges, смотрите, специalité либанеза. Ливанская кухня выглядит тоже очень-очень аппетитно. Так что тот, кто собирается в Париж, если вы хотите экзотики и вкусно поесть и недорого, советую вам этот рынок. Marché des enfants rouges. Этот рынок – самый старый крытый рынок в Париже. Он был открыт в 1615 году. Почему так называется? В начале 17 века по инициативе Маргариты Наварской в этом районе был открыт приют для детей-сирот. Дети носили красные плащи-накидки. Отсюда название рынка. В 1994 году рынок чуть было не разрушили. На этом месте хотели построить парковку для машин. К счастью, рынок сохранили, и теперь он является историческим памятником. Могу вам сказать, что мне здесь очень понравилось. Просто очень понравилась. Атмосфера понравилась. И кухня очень вкусная. Ну, по крайней мере, то, что я попробовала японскую кухню. Наша прогулка подошла к концу. Спасибо вам, что вы смотрите мои видео. Спасибо вам за доброжелательные комментарии. И, как всегда, до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!